Зачем нужно производить сборку, обкатку и испытание коробки переменных передач? Эти и другие вопросы я сегодня расскажу в этом видео. И всем привет, как всегда. Итак, значит, сборку КПП производят в обратной последовательности разборки. Далее, все пригодные детали должны быть тщательно очищены и смазаны трансмиссионным маслом. При выполнении сборки необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Первое – это запрессовка деталей, а именно ступицы, синхронизаторы, подшипники и сальники производятся при применении оборудования и правок. Второе. Стопорные кольца устанавливаются с применением спецщипцов. Третье. Новые подшипники следует расположить непосредственно перед установкой. Четвертое. Уплотнительные прокладки перед установкой необходимо смазать. И пятое. Это затяжку болтов и гаек производить крест-накрест с соблюдением момента затяжки. Обкатку испытания производят на специальном стенде под нагрузкой в течение 20-25 минут. Первый из которых 12-15 минут под нагрузкой. КПП обкатывается на всех передачах и заливается масло меньшей вязкости. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме. И не только по конкретной теме, там техническое обслуживание, может у вас еще какие-то интересные есть вопросы, давайте разберем, я запишу и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему. Если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все, всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней, хорошо смеется тот, кто смеется последним, и всем удачи!